Hadouken! 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 Хочешь бесплатных золотых орлов? Ссылочка на приложение в описании. Всем лучей добра, нагиба в рандоме и, конечно же, приятного аппетита, если кто-то собрался перекусить. Для вас вещает Амера, и, как я и обещал, пилю обзор по Panzerwerfer 42, с которым за последнее время произошли действительно серьезные изменения. С момента обзора, когда его только ввели, прошло очень много времени, и тогда эта машина, если и была актуальной, то по сути только в аркадном режиме. Ну а теперь, с введением пользовательских или историчных прицелов патча 1.73, или точнее с введением функционала для их создания, эта машина заиграла новыми красками. Но это не все изменения, что с ней произошли. И этот бой как раз таки служит железным доказательством. Такого количества фрагов на этой технике у меня не было никогда. Особенно в реалистичном режиме. Причем с одного боекомплекта. На точке я не дозаряжался. Ну а самое главное, в этом бою моими основными противниками были советские танки. И если с КВшками дело обстоит еще более-менее норм, то вот с 34-ками их уничтожать очень сложно. Ввиду того, что башни их максимально близко расположены к ВЛД, и чтобы пробить через крышу корпуса, надо действительно постараться. Ну или можно попасть под днище и пробить через него. В любом случае, специально для вас и я во всем этом превозмог. Так что желаю приятного просмотра. В этом видео нагиба действительно очень много, и оно на самом деле весьма показательное. Ну а что же там по изменениям? Во-первых, механика разрушения корпуса. Эта машина не обладает сильным бронированием, по кругу почти везде 8 мм. Чуть ниже там, где ходовая, всего лишь 5, ну и где установка 10. А при условии, что раньше любой пук со стороны противника отправлял нас в ангар, кто-нибудь скажет: Амера, Panzerwerfer 42 вообще картон, он ваншотится, и чё ты нам вообще втираешь какую-то дичь? На самом деле так было, ключевое слово было, потому что в патче 1.73 и чуть ранее механику разрушения корпуса изменили. А именно, сейчас если вам попадают в двигатель снарядом, то да, скорее всего, вы уйдете в ангар с одного снаряда, но если вам просто попадает в корпус, и снаряд пролетает насквозь, а повторюсь, броня 8 мм, он редко когда взводится, вы спокойно можете жить под градом вражеских снарядов. И тому доказательство, например, самая начальная стычка с Т-28, который засандалил по мне камерным снарядом, и что произошло? Да ничего, он немного облил мехвода апельсиновым соком и пописал на боекомплект. Но это еще не все. Дальше тоже будут подобные случаи, когда мне выбьют там одного члена экипажа, когда меня будут пробивать, что-то повреждать, но я все равно при этом буду жить. Вообще, новая механика, или точнее доработанная механика разрушения корпуса мне действительно нравится. И в полной мере еще ощутил при старте патча, когда катался на Bigline Panzer 57. Там тоже было очень много интересных случаев. Но главное, что сейчас реально такая техника не умирает от одной тычки в любое место. В ней действительно появился смысл. Ну а что касается уничтожения противников, напоминаю, Panzerwerfer 42 заряжен 150 мм ракетами с бронепробитием 42 мм. Да, вы, наверное, уже поняли, 34-ки в лоб шатать не можем, у них там 45 мм, хотя иногда у нас есть разброс пробитий, просто плюс-минус 10%. Если он прокат, мы можем ее завалить, но такое бывает крайне редко. В любом случае, это совсем не главное. А главное то, что скорость полета у этих самых ракет отвратительная. Да, я не побоюсь этого слова. 260 метров в секунду. Траектория пипец какая дугообразная. В таких условиях, при отсутствии вертикальной шкалы в прицеле, стрелять на дистанции 200, 300, тем более там 400 и больше метров, было очень сложно, прям очень сложно. Но это, мои дорогие зрители, все уже в прошлом. Совсем недавно, может помните, я пилил видос по историческим прицелам, где также рассказал и про пользовательские функциональные, и в частности про Panzerwerfer 42. Поэтому я решил на нем покататься с этим прицелом, и вы не поверите, он играться стал совсем по-другому. И да, ссылку на сам прицел я приложу в описании, чтобы вам далеко не ходить. Если раньше я выкатывал на нем не так часто и без прицела, мне сложно было привыкнуть к его упреждению. Я постоянно первыми ракетами косил, если только не сталкивался с противником в упор, где промазать достаточно сложно. То сейчас с этим прицелом я уже чуть ли не первой ракетой могу смело попадать в противника на 200 или 300 метрах.
системах. А при условии, что на Панзерверфере это весьма критично, надо всегда попадать в цель, потому что ракет не так много. Хотя стоит отметить, что раньше их еще было меньше, сейчас 120, раньше вообще было 10, только те, что располагались в установке. Это потом уже их добавили в корпус и, кстати, расположили на стеллажах, которые забавно, но были с самого релиза этого агрегата. Что же касается перезарядки этих самых ракет, все происходит достаточно странно, немного нелогично, я бы так выразился. Чем-то она схожа, кстати, с перезарядкой на М50 Ontas. У нас имеется вот 10 ракет в установке, мы их отстреливаем, именно только после всего отстрела начинается перезарядка из корпуса. Причем ракет-то 10, калибр 150 мм, они весят достаточно много, но вся перезарядка занимает при прокачанном экипаже и с экспертами чуть более 19 секунд. Если вы отстреливаете и их, то в реалистичном режиме вам надо ехать на точку для перезарядки. И даже если вы туда приедете и начнете это делать, начнете перезарядку, то она будет происходить просто пипец как долго. Все потому, что раньше ракеты добавлялись по одной. Даже по одной на самом деле перезарядка была достаточно долгой. То сейчас вы ждете где-то в районе 2 минут, чтобы сразу перезарядились все 10 ракет. Вот представьте, у вас уже почти перезарядка закончилась, и в какой-то момент вы увидели противника, вы немного дернулись, и она сбрасывается. То есть, вот вы стояли где-нибудь там 1,5 минуты или минуту 40, и все, этого нет. Хорошо, хоть в аркаде, при этом не надо заезжать на точку, и можно перезаряжаться вообще в любом месте, и при этом еще и двигаться, но там все равно перезарядка тоже очень долгая, такая же, как и в РБ. Поэтому, как по мне, здесь надо сделать следующие изменения. Тут, как говорится, критикуешь — предлагай. Если принять во внимание, что ракеты перезаряжаются разом, то есть 10 ракет примерно за 2 минуты, это 120 секунд, то в идеале бы все-таки вернуться к механике, когда они заряжались по одной. Ну и чтобы одна ракета заряжалась 10-12 секунд. То же самое, кстати, касается и Онтаса. Я напоминаю, что у него такой же механизм перезарядки. В идеале, конечно, хотелось бы увидеть на Панзерверфере 42 еще механизм и дозарядки. Просто бывают сейчас такие случаи, когда из установки вы поливаете по противнику, вы его уничтожаете, но вот внезапно остается у вас там 2 или 1 ракета. Понятное дело, что вы, может, и не справитесь с следующим противником, и, по сути, вам надо эти ракеты отстрелить, чтобы заново загрузить целых 10 штук. То есть вы теряете эти ракеты, а так было бы идеально к этим ракетам, ну, зарядить еще там 3 штучки, да, там может постоять на месте, подождать, но вам тогда не надо было бы их терять. Как говорится, ставь лайк, если со мной согласен. Если все это запилить, машина станет еще играбельнее, и тогда ее цена будет более-менее оправдана. А я напоминаю, что у нас в игре на ракетную технику цена действительно высокая, что на БМ-824, что на Панзерверфер 42, что на ту же самую американскую Калиопу. В любом случае, даже те изменения, что с этим агрегатом произошли, заслуживают уважения. Это и самым главным образом добавление пользовательских прицелов. Повторюсь, играть стало намного лучше. Это изменения в механике разрушения корпуса. Теперь мы не отлетаем с одного тычка в ангар. Ну и, конечно, добавление дополнительных 10 ракет. Надеюсь, и вам данные изменения понравились, и те, у кого есть Панзерверфер 42, станут его выкатывать почаще, ведь теперь он действительно может нагибать, особенно в умелых руках. А у меня на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось, так что обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, оставляйте свои комментарии и не забывайте про ссылку на скидку в магазине War Thunder в описании.